Лет 15 тому назад я купил оригинал дебютного альбома «Америка», выпущенный в Великобритании. Но из-за финансовых трудностей я вынужден был его продать, о чем я очень сожалею. И я попросил своих друзей на Фейсбуке, если есть у кого такая возможность, выслать мне недостающие в моей коллекции альбомы «Америка». Один из моих друзей прислал мне фото с 3 альбомами, которые в идеальном состоянии, оригиналы группы «Америка», включая дебютный альбом, и сказал, что он может их выслать. Я поблагодарил его и уже обрадованный ждал эту посылку с альбомами. Мой друг упаковал альбомы, пришел на почту, и ему назвали стоимость пересылки этих альбомов 3 из США в Украину. И стоимость пересылки превысила стоимость самих альбомов в несколько раз. К сожалению, мой друг вынужден был отказаться от того, чтобы высылать эти альбомы и тратить для него это большие деньги. Он не мог этого сделать. Поэтому я остался, к сожалению, без нескольких альбомов, которых мне не хватало для этого выпуска. Тем не менее, у меня остались фотографии того альбома, который я покупал сам. Я начну свой рассказ об альбомах группы «Америка» с их дебютного альбома. Трио записало большую часть альбома в Trident Studios в Лондоне. Кен Скотт, который также продюсировал сессии для Дэвида Боуи, был звукорежиссером. «Мы все записали свободно», — вспоминал Баннелл. Когда альбом был закончен, руководители компании Warner спросили, а есть ли у трио еще песни? И они отправили парней в Morgan Studios в Виллисдене, Лондон. Там работала и группа Led Zeppelin. Группа «Америка» записала там еще 4 песни. Одна из них – «A Horse with No Name». Песня «A Horse with No Name» была выпущена как сингл 12 ноября. Дебютный альбом с одноименным названием группа «Америка» выпустила 29 декабря 1971 года. Сначала альбом имел лишь умеренный успех, хотя он хорошо продавался в Нидерландах, куда Декстер привез группу «Америка» как на учебный полигон для отработки группой сценического мастерства. В первоначальный выпуск дебютного альбома песня «A Horse with No Name» не вошла, но когда она, как дебютный сингл, стала мировым хитом в начале 1972 года, альбом был переиздан уже с этим треком в составе песен и с текстом «Includes a Horse with No Name» под логотипом группы на передней стороне альбома. На обложке дебютного альбома парни сидят перед фреской с изображением 3 коренных американцев. Эта фреска была на стене в лондонском офисе компании Warner. Сам факт того, что офис компании был оформлен таким образом, в значительной степени определял обстановку. Содержание дебютного альбома группы «Америка» стало классикой фолк-попа, звездной коллекцией запоминающихся песен. Акустическое звучание песен альбома хорошо передает дух времени начала 70-х. Мягкий проникновенный вокал, завораживающие гармонии, амбициозное сложное взаимодействие текстур акустической гитары, необычные избирательные аккордовые прогрессии. Хотя некоторые критики признают слабость текстов песен альбома, но в песнях есть сильная эмоциональная привлекательность. Музыка группы довольно быстро начала утверждаться как неотъемлемая часть той культурной эпохи, а песня «A Horse with No Name» использовалась в огромном количестве саундтреков к фильмам и телепередачам. Первоначально эта песня Баннелла называлась «Desert Song» – «Песня пустыни». Он не исполнял главную партию. Песня дебютировала на публике на фестивале в Харрогейте, вызвав большой отклик у публики. После нескольких выступлений и телешоу она была переименована «A Horse with No Name». Дьюи рассказывал об этом. «Я провел время в Штатах со своей семьей, путешествуя в пустыне, в Нью-Мексико и в Южной Калифорнии. Меня всегда тянуло к пустыне. Мы с братом проводили много времени с семьей, исследуя дикую природу любого штата, в котором мы жили. Мы жили в Миссисипи, Флориде, Небраске, Массачусетсе и Калифорнии. И мы любили животных и рыбалку. Мы всегда были на открытом воздухе. Когда я приехал в Англию в 1967 году со своей семьей, вы знаете, это было дождливое место. И там не было много дикой природы, как в США. Поэтому я хотел написать песню о пустыне
и я назвал ее «Песня пустыни». В припеве были слова «Лошадь без имени». Наш менеджер Ян Сэмвелл, который был сопродюсером альбома, предложил: «О, ты должен использовать эту строку «Лошадь без имени» в качестве названия песни. Это гораздо более захватывающее название». Сэмвелл также указал, что есть опера под названием «Песнь пустыни», и это может сбивать с толку. Текст этой песни многократно пытались анализировать, при этом возникала куча вопросов. Почему у лошади нет имени? Почему рассказчик отпускает лошадь на свободу после 9 дней? Если пустыня превратилась в море, почему было не обменять лошадь на плот или хотя бы на спасательный жилет? Баннелл объяснял, что эта песня изначально была метафорой для транспортного средства, чтобы уехать от жизненной суеты в тихое, мирное место. Это немного иронично, что песня направила нас на курс, который определил нашу карьеру. И если сжать ее, то получится история нашей жизни. И Horse with No Name была выпущена в качестве главной песни на трехдорожечном сингле, разделяя сторону А с песней Everyone I Meet is from California, в то время как песня Sandman была на стороне B. В двухдорожечном релизе сингла в Соединенных Штатах на стороне А была песня A Horse with No Name, а на второй стороне сингла была песня Everyone I Meet is from California. A Horse with No Name была записана в мидорийском ладу. Отличительной чертой песни является энергичная басовая линия с хаммер-хуком в каждом припеве. Для исполнения этой песни использовалась уникальная настройка гитары, которую парни в дальнейшем не использовали ни в одной другой своей песне. Что довольно интересно, эта песня была запрещена некоторыми радиостанциями США из-за предполагаемых отсылок к героину. Слово «лошадь» было распространенным сленговым названием героина. Песня стала главным мировым хитом в начале 1972 года. Было продано более 1 миллиона копий, а в марте 1972 года она получила золотой диск. Дебютный альбом «Америка» с добавлением этой хитовой песни быстро стал платиновым. Первую сторону альбома открывает песня «Riverside». Она мгновенно вовлекает слушателя в звучание Америки. Второй трек альбома, песня «Sandman», содержит медленное вступление, жутковатые звуки в стиле Pink Floyd, раскрытие драмы произведения и запоминающийся переход к кульминации. Баннелл нашел вдохновение для песни «Sandman» в своих непринужденных разговорах с вернувшимися ветеранами Вьетнама. Постоянно опасаясь, что на них могут напасть и убить во время сна, многие из них предпочитали не спать как можно дольше, либо естественным путем, либо с помощью фармацевтических препаратов. Таким образом, они бежали от песочного человека. Текст песни «Sandman» довольно сюрреалистический. К примеру, строчки «Я понимаю, ты бежал от человека, который носит имя Sandman. Он летит по небу, как орел в глазу урагана, который заброшен». Далее следуют интересные треки Three Roses и Children. Закрывает первую сторону альбома песня Hair, содержащая длительные фрагменты изобретательного инструментального материала по обе стороны от меланхоличных акустических куплетов. Вторая сторона альбома открывается завораживающей балладой I Need You. Это была одна из первых песен, которую написал Джерри Бекли. Песня, как второй сингл, выпущенный с альбома, достигла 9-го места в американских чартах. Вторая песня этой стороны, Rainy Day, была написана Дэном Пиком. Песня Never Found the Time – одна из самых ярких и интроспективных треков альбома. Она содержит такие слова: «Если жизнь не дается легко, не останавливай свой собственный голос, потому что худшая часть жизни – это отсутствие выбора». Далее следует песня Кларис и Данки Джо «Ослиная челюсть», в тексте которой нас спрашивают: нужны ли дети, чтобы сделать землю лучше? Альбом завершается треком Pigeon Song, песня голубя, с неожиданным тоном черного юмора, размышления о смерти и разрушениях. Этот трек некоторые критики считают неудачным выбором для этого альбома. Также многие критики считают, что в целом вторая сторона по песенному материалу уступает первой стороне альбома. Но все же все песни объединены вокруг сильного фолк-акустического звучания, полного молодой энергии. Их гармонии и мелодии по праву прославляются и находят новую аудиторию на протяжении более полувека, прошедшего с тех пор, как они сотрудничали над этим альбомом. Альбом поднялся на вершину чартов Billboard и находился там в течение 5 недель. Альбом был сертифицирован как платиновый в США. В то время невозможно было
включить радио и не наткнуться на одну из песен группы «Америка».